В этом видео я посещу еще не посещенные мною последние доты Красногвардейского укрепрайона, которые располагались в деревнях Новая Мозина, Химози, Малые и Большие Колпаны. Свой поход я начал с железнодорожной станции Новая Мозина и пошел до первого дота. Практически все эти доты принимали участие в боях и имеют те или иные повреждения. Надо сказать, что Красногвардейский укрепрайон действительно внес свой вклад в оборону нашей страны, потому что своим существованием он построен был летом 1941 года. Он задержал гитлеровцев на несколько недель, и за это время Ленинград успел подготовиться к обороне. Потом посетил я еще несколько дотов и поехал на автобусе в поселок Новый Свет, где расположился очень интересный атмосферный музей Красногвардейского укрепрайона, находящийся в местном здании Дома культуры. Его можно посетить. Дальше я поехал и посетил остатки дота Карпова и другие доты. Дот Демина и руины блочно-сборного дота в поселке Пижма. Дальше я прошел по дороге, посетил Жбот, другие доты и доты около Колпанского озера. В итоге я на этом видео посетил все доты за исключением дота Бодягина Хи-12, потому что я его посещал еще раньше очень-очень давно. Вот, то есть это получается самые южные доты Гатчинского укрепрайона, Красногвардейского укрепрайона. Вот они, самые южные доты. И я как бы завершаю свой обзор дотов ими. На различных сайтах можно почитать интересную информацию о Красногвардейском укрепрайоне, о том, как наши бойцы здесь защищались, ведь в составе ополчения была не только действующая армия, или ее вовсе не было, были студенты и так далее, чуть ли не местные жители. Дот ГА-3 Красногвардейского укрепрайона. Вел бой 11-12 сентября 1941 года, и его ополченцы оставили его 13 сентября. Находится в поселке Новая Мозина. К нему ведет такая тропинка, по которой еле-еле можно пройти весной, ну а летом, естественно, уже здесь все напрочь зарастает. Ведет она от дороги автомобильной, от промзоны. Вот такая дорога, тропинка. За мной увязался щеночек какой-то от промзоны. Я его все говорю: уходи, уходи, он не уходит. Жалко таких, их не подкармливают. Вот они и увязываются за всеми. От самой промзон за мной идет. Дот очень большой. Я вот такие вижу, честно, первый раз. То есть он стоит на двойном фундаменте. Подпорки, фундамент. Вот такой дот. Вот здесь венок, видимо, был. Вот тропинка сюда и вывела. К сожалению, все это заброшено. Народная тропа как бы к нему зарастает сейчас. Бедное животное. Я его накормил печеньем, и он теперь бесится, что не может забраться сюда. Как же жалко будет с ним расставаться, но я не готов заводить собаку и с ней гулять 3 раза в день. Это для меня ужас. Бедный песик. Какие же все-таки люди бывают плохие, которые оставляют таких на произвол судьбы. Ужас. Здесь уже одуванчики распустились. Вот, амбразура направлена на запад, по-моему, это.
Бедные животные. Так, я вхожу сюда. Вот здесь внутреннее помещение. Да, фонарик я, видимо, зря захватил с собой. Фонарик здесь не нужен. Так, а вот среди СНТ находится ДОТ ГА-2 Красногвардейского укрепрайона. Он вел ожесточенные бои 11-12 сентября 1941 года и потом был уже оставлен ополчением. Находится, я так понимаю, на частном участке. И вот здесь что-то написано про него. Жалко, что он оккупирован. Ну вот так вот. Этот ДОТ уже попроще, нежели третий. Щенок, кстати, от меня отстал. Вернее, я зашел на то место, где его встретил. К автосервису там постучался, и они сначала отказались его принимать, потом сказали да, вот, его поддержали, и я ушел. Так что вот так. А вот сейчас здесь мрачный период у лягушек, и они бедные, может сбить машина, они вовсю спариваются и прыгают. Лягушка сидит на лягушке. Недалеко от ДОТа ГА-1 я набрел вот на такой совсем новенький мемориал. Сквер воинов-интернационалистов. Его нет даже еще ни на каких картах. В 19 году открыт. Хотя уже ему 6 лет. Вот эта вот дорога вдоль промышленной зоны очень мне не понравилась. Все время фуры едут и так далее. Лучше ее, конечно, на велосипеде ехать. ДОТ ГА-1 Красногвардейского укрепрайона. Вот противотанковый надол, мемориальная доска. Так как ДОТ находится в поселке, то, естественно, вход в него закрыт от греха подальше. Также участвовал в боях 11-12 сентября 1941 года и оставлен, покинув 13 сентября. Вечная память. Остатки надписи. По-моему, в 2014 году здесь был проведен субботник, написано. В 2014. Такой вот ДОТ. Вот как там внутри. Около Гатчинского городского кладбища также есть мемориал жертвам гражданской войны и воинское захоронение времен уже Великой Отечественной войны. Вот довольно большой мемориал.
Посещу я музей Красногвардейского укрепрайона в поселке Новый Свет. Вышел с автобуса, благо он ходит каждые 15 минут. Когда начинаю. Я подхожу к мемориалу воинам-ополченцам завода местного, видимо. Большая звезда, аллея, видимо, была когда-то. Видно сразу, что мемориал советский. Все сделано на совесть. В местном доме культуры музей. Района было не допустить подхода немецких войск к Ленинграду и дать возможность Красной армии подготовиться к серьезному длительному сопротивлению. Одним из важных событий стала оборона деревень Пижма и Пустошка, которые защищали бойцы 267-го ОПАБа, отдельный пулеметно-артиллерийский батальон, состоявшего в основном из ополченцев заводов Балтийского судостроительного, Севкабеля и студентов из Горного института. Близ этих населенных пунктов заканчивался огромный противотанковый ров. Обойдя позиции Красной армии, немецко-фашистские войска вышли к дороге Пижма-Красногвардейск. Здесь насмерть стояли гарнизоны дотов командира Карпова Федора Антоновича и лейтенанта Демина Михаила Васильевича. В районе поселка Войсковицы рота тяжелых танков КВ-1 под командованием старшего лейтенанта Зиновия Григорьевича Колобанова приняла бой, во время которого уничтожила 43 танка и большое количество военной техники и живой силы врага. После боя на танке Колобанова насчитали более сотни следов прямых попаданий. На следующий день после ремонта этот танк вернулся на поле боя. Помимо наземных войск, в обороне Ленинграда принимали активное участие и военно-воздушные силы Советского Союза. Небо над Ленинградом защищала 13-я воздушная армия, 276-я бомбардировочная авиационная дивизия, 34-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Почетное место в экспозиции музея занимает ополченское шефское знамя. Через 60 лет после окончания Великой Отечественной войны поисковиками оно было обнаружено в земляном тайнике, завернутым в офицерскую шинель. Знамя было найдено полуистлевшим, состояло из 9 больших кусков и множества мелких. В 2019 году ценную реликвию восстановили реставраторы. Знамя хранится в музее Красногвардейского укрепрайона как символ мужества и героизма защитников нашей Родины.
Дот Хи-11, Химази, деревня Химази. Дот Карпова. Этот дот был подорван взрывом изнутри вместе с ополченцами, то есть люди сами себя подорвали. По немецким данным, был подорван 11 сентября 1941 года. По другим данным, здесь убит был Карпов, но по еще одним данным он все-таки умер в госпитале или что-то вроде того. Вот. И развалины находятся в красивом месте. Здесь сейчас поле вспахивают, трактор ездит. Не доезжая до этого места немного, вон там вот памятник разрушенной деревни, уничтоженный. Там его сейчас восстанавливают, ну, облагораживают. Я не стал выходить из автобуса, смотреть, там мешать людям. То есть сейчас там восстанавливают, ну, реконструируют его. Вот, а это вот остатки дота. Красногвардейский укрепрайон был создан, по-моему, в июле 41-го. Очень он строился быстро, в спешке. Вот я узнал из музея Красногвардейского укрепрайона, где я сейчас побывал. Вот, быстро строился, и хоть и бетон был аэродромный, большой, качественный, но, как мне сказали, все равно как бы, ну, недостаточно он там улежался. Вот это вот все время слишком мало прошло. Поэтому они все-таки доты эти могли подрываться. Ну, при массированном огне фашистов. Вот. Все-таки смогли их разрушить. Некоторые. Как сообщает история, был подорван изнутри. Сейчас я перейду на ту, с другой стороны. Там даже автобусная остановка называется ДОТ. Там будет другой ДОТ. С Гатчины очень удобно сюда доехать. Каждые полчаса, даже немного чаще ходят автобусы до Сиверска. Иногда попадаются и до Вырицы. Вот можно здесь выйти. Я подхожу к доту Демина. Он вел бой с немецкими танками 23 августа 1941 года у шоссе. Потом был блокирован и расстрелян танками с тыла. Дот Хи-11, по-моему. По-моему, мне про этот дот говорила сейчас сотрудница музея, когда я в нем был, да, то, что с тыла обошли его танки и попали в дверь прямым попаданием. Вот. На первый раз она была повреждена, на второй раз уже она отлетела внутри. Вот. То есть все, кто там был внутри, они погибли, либо кто-то там был взят в плен. Вот. И внутри даже имеет следы попадания. Вот. Внутри следы, по-моему, даже от пуль написано. Хорошо, что в него хотя бы сохранили доступ, можно войти внутрь. Здесь уже шоссе не так слышно. И, как мне еще рассказала сотрудница, то, что лето 41 года было жарким, вот, и здесь недалеко рядом были болота, и доты как бы вот строились так, чтобы не дать немцам пройти именно через болото, по-моему, так. Вот, а немцы через болото могли проходили прям как по траве, потому что они практически все были сухие болота. Неравнодушные люди собрали мусор, только мусор этот вывести некому. Те, кто на машине, они не хотят брать с собой мусор.
есть вот оттуда он был расстрелян, с юга, с тыла. Вот там виднеется ДОТ Карпова с крестом. И вот едет трактор. Сейчас здесь Поклонный крест. Вот автобус мне нужный, кстати. Мог бы одну остановочку проехать. До Пижмы. Вот следы попаданий. Противотанковые натолбы. Вот типа кто-то сделал орудие. И вот кто-то посадил деревце. 76 лет Победы. Каштан. Посажен. Фамилия, по-моему. Значит, если в этом году будет 80, в 25-м это... В 21-м он посажен. Вот растет. Я подошел к воинскому мемориалу ополченцам Балтийского завода. Рядом с остановкой ДОТ и с ДОТом Демина. Все эти ДОТы оборонялись ополченцами, то есть не действующей армией, а ополченцами. Но, как мне сказали, вроде бы Демин, он именно уже был из действующей армии. Но изначально вот строились они, по-моему, да, ополченцами. Здесь они также похоронены. Некоторые из них. Вот, видимо, новые захоронения, да, которые уже после замены этих плит. Я подхожу к доту Хи-15. Вот он выделяется. Передо мной красивое поле, уже не обрабатываемое. Здесь вот заметны следы огня, пожара. Может быть, специально это так, чтобы его от растительности, либо случайно. И вот здесь я заметил очень интересную штуку. Ее никак не достать, но я не знаю, есть надежда, что это со времен войны что-то осталось. Даже нет, можно достать. Ну или не со времен войны. Когда обрабатывали землю тракторами в советское время, может быть, от этого осталось, да. Не берусь утверждать, что это такое, сам я не знаю. Могу отнести к доту, если это не взорвется. Похож на какой-то кран. Или взрыватель от гранаты. Дот называется сборным, железобетонным. Я подтащил эту штуку. И вот здесь восстановленная к нему интересная
Да, сборный. То есть вот эти вот бетонные блоки. То есть его не цементировали, а именно бетонные блоки натащили и их, видимо, укрепили. Отсюда и название сборный. Уже совершенно другой, не похож на доты Демина и Карпова. Вот я зашел сюда внутрь. Здесь место примерно для 3 человек. Вот это вот какие-то современные пластиковые хрени. А вот, видимо, подлинная поварешка. Или что. И вот здесь, чтобы велся огонь сюда. Непонятно, что это, следы попаданий каких-то, может быть, пулеметные, или это просто от старости он такой полуобвалившийся. Но в целом я бы не сказал, что это руины, это именно сохранившийся бункер. Но дотом это не назовешь, потому что дот это долговременно, а это недолговременное сооружение. Здесь только, получается, можно стоять и все. Ну или сидеть, если стул сюда принести. В низине за дотом находится бывший противотанковый ров. Сейчас здесь вот река, заболоченность. Раньше это был противотанковый ров во время войны. Я подхожу к остаткам бота Хи-16. Точнее, жбота. Железобетонная огневая точка. Тот, то есть, предыдущий тоже был жбот, а не тот. Вот он. Жбот. Написано без верхнего яруса. И остатки крыши и еще каких-то стен лежат в 10 метрах или в нескольких десятках метров от него. Вот такой вот жбот времен войны. Ну вот, доказательство, что здесь накопали. Я когда, кстати, сюда сейчас подходил, тоже видел на поле ямки не закопанные. Это от быдлокопателей. Те, кто не закапывают ямки, быдло. Вот. Или черные копатели. Неужели еще это все с той войны? Выглядит по-современному это. Вот пули все застряли в, что это место, где они, видимо, хранятся. Так вот. Сколько здесь накопали. Это они еще положили. А что они не положили, что взяли с собой, видимо, еще более интересно. Я, конечно, поищу сейчас крышу, но не обещаю. А вот. Кстати. Да. Какая-то часть этого жбота валяется. Вот так вот.
Я подошел к доту Хи-8. Строился он в июле-августе 41 года, а захвачен был 13 сентября, в конце дня. Внизу можно видеть бывшие карьеры, ныне заболоченные пруды. Дот открытый. Можно войти внутрь. Так вот здесь. Можно стать во весь рост. Дот Горстина, Хи-7. Он держался до 14 сентября 41 года, тогда как Гатчину фашисты заняли 13 сентября. Хорошо, что его хотя бы не застроили, и к нему еще свободный доступ. Также его обороняли ополченцы Ленинграда. Не камни, а люди стояли как камни. Горстин и еще другие люди. Фамилия бойцов, которые защищали землю из этого дота. Надеюсь, можно войти, если меня не загрызут эти твари. Короче, вот так вот можно просунуться, но я не буду суваться через щелку небольшую, потому что и так, в принципе, все здесь типично. Вот, но зато чисто внутри, зато чисто. Все, а вот памятная доска. Дот Хи-9. Захвачен в конце дня 13 сентября. Прямо граничит с участком чьим-то. Да, оккупирован вход в дот. И получается амбразуры закрыты чьим-то участком. Вот так вот. Я пришел в поселок Малые Колпаны, и вот первый дот, КП-1. Также он, по-моему, на частном участке где-то находится. Во всяком случае, к нему не подобраться. Вот он торчит. Обойду. Там с той стороны сейчас немного его еще можно будет увидеть.
Ну, я так понял, это типичный дот Красногвардейского укрепрайона, просто наименование вот эти вот все Колпаны, Химози или Химози и так далее. Это все ближайшие поселки, а так они строились без этих наименований. Так, ну вот. Вот он где-то там должен торчать, по идее. Вот. Вот торчит. Вот он, да. Ужас, просто ужас, что такое творят с дотом. Дот КП-2. На заднем плане видна лютеранская кирха Святого Петра, которая работает по воскресеньям. Можно зайти в нее, по-моему. Ну и вот дот. Также имеет следы боев. И оставлен 13 сентября после получения приказа оставления города. Закрыт решеткой любопытных, чтобы не ходили. Дот КП-3 также находится здесь рядом. За ним там КП-4. Такой вот красивый дот. Потому что у дороги, поэтому кое-как отреставрированный. Вход также закрыт. Дот КП-4. Очень красиво он расположен. Около 3 елок старинных. Я подхожу к доту КП-5, который находится на частной территории, как написано на Викимапе. И, может быть, я его и не увижу. Здесь сделали такое интересное место, роща памяти. Много информации, но в основном фотографии людей и противотанковые надписи советские. А вот Колпанское озеро, все заболоченное, очень много чаек и красивый их крик слышен.
Вот тут даже небольшая плотина есть. Жбот КП-13. Как видно, сохранился. Только нужно подкрасить, конечно, надписи. Все, я теперь иду к последнему жботу и братской могиле. На подходе к братской могиле расположена мемориальная доска. Улица Казначеева. И вон там уже находится сама братская могила. Даже видно отсюда. Я подошел к скверу и братскому воинскому захоронению. Очень красиво выполнено. И вечно цветущая зеленая. Что это? Туя кипарис. Вот и все. Там находится ДОТ. Не знаю, я его, может, увижу, может, не увижу. Последний на развязке. И уже закат. Я сейчас поеду в Гатчину и оттуда уже домой. Итого сейчас 20:23, полдевятого. Ну, в 9 часов я буду, надеюсь, на вокзале. А здесь я примерно в 11:30, ну, короче, часов 9 или 8:30 занял мой поход. Артиллерийский жбот КП-14. Вот он. Вот и все. Здорово очень, что мне удалось смотреть абсолютно все доты, сооружения, которые я еще не видел за один день здесь, в районе Гатчины.